Вот это да. Смотри, как все чистенько, все прибрано. Все красиво. Да. Ну тут конкретное такое зимовье, блин. Радик, в чем мы куда приехали? Мы приехали в Ижевск, столицу Удмуртии. Это наша промежуточная точка. Вот, друзья, тут церковь такая, мы сейчас в центре города. Чтобы все знали, что за это город Ижевск, здесь производится автомат Калашников. То есть завод автомат Калашников, в общем. Че, Копусово? Да, едем к Егору, друзья. Погнали с нами. Все, до свидания. Здорово, Радик. Ой, две Соньки ходят, блин. Интересно будет, да? У-ху. Все, сели? Как в детстве. Слушай, а места-то красивые здесь, блин. Да, здесь Смотри, здесь больше лиственниц. Тогда здесь леса нет зеленого. Ага. О, Странно. хвойных нет. А? Хвойных нету. Так это Ижевск лес такой? Ну. Вот так вот, друзья. Хвойного-то леса нету. А ну вон есть немного. Дом. Вот, офигеть. Вот это да. Смотри, как все чистенько, все прибрано. Все красиво. Да. У нас тоже красиво. Блин, смотри, какие бревна. Ё-моё. Вот это круто. Лесники там не наведывались, ничего такого. Лесники у нас были, они же мерили нам тут все. Вы купили участок прямо в лесу? В аренду берем. Сегодня мы в гостях у Егора Копусова. Приехали в его евроизбушку. Сейчас будем делать обзор и так далее. Ну тут конкретное такое зимовье, блин. Выложенная печка, да? Сколько еще раз бата? 4. Короче, по внутрянке 3,60. Ага. 3,60. Нормально. Что-то мы прогадали.
бревна-то 4,5. Ага. Думали 4 было, 4 на 4, а хрен. Бревна-то кущие там. Да-да-да, кстати. Плюс замок, да и все, короче. 9 метров. Главное это то, что можно подпрыгнуть и до этого не достать, до Чё? потолка. Шлепки брось там. О, как быстро она разгорелась. Шлепки это. Давайте что? Огонек. Да, слушай, классно печку-то выложили, блин. Как будто печник. Кто печник из вас? Кто выкладывал? Бери копатель. Нормально, нормально. Руками. Хорошо, хорошо выложил прям. Ну сегодня протестим. Да. Долго жар нагоняют? Ну, Сейчас топливо надо, быстро надо. да, Ага. вот вчера мы что, раза 3 подкидывали там. А, понятно, понятно. Ну норм, норм, У норм, нас да. плита аж красная вся была. Делаем-то? Что-то готовим? Да. Плавешник сегодня, да, сделаем, забабахаем. Ну какая интересная штука тут. Надо что-то типа того же сделать. Короче, друзья, давайте приступим к небольшому обзору данной избушки. Вообще первое впечатление, как будто ты пришел, ну, не на избу. Как будто ты пришел там, не знаю, домой к себе. Ну, здесь настолько все круто. Я уверен, что кадры будут в любом случае вечерние. Вот, друзья, хочу немного показать. Что здесь у нас? У нас тут крыша из чего ты говоришь? Профнастил. Профнастил, да. Ну, мощная, мощная изба. Я, конечно, никогда не делал обзоры, да, на избы. Но я думаю, попробую максимально показать все, что здесь есть. Вот там прожектор, да, у вас? Да, слава. Ну, сколько ватт? 70? И что, хватает? Ну, я думаю, сегодня посмотрим. Сегодня Сегодня протестим. посмотрим. Да. Не, нормально освещает вообще. Вот, друзья, короче, здесь старая изба была, я так понимаю. Там сейчас находятся пчелы. Так, ты бы сходи туда тоже посмотреть. там Давай, что ходим. там. Сейчас пойдем. Да. Пойдем. Да. Вот этой избе, сейчас вот спросил, говорят, что ты 40-50 лет, короче. Ну, на внешний вид лет 60. Но бревна неплохо так подгнили. Ну да, он всегда ставит. Угу. Блин, фонарь-то в этом оставил. О, слушай, здесь она выше, намного выше. Да, здесь. Угу. Слушай, прикольно. Хм. Холодильник даже есть. Холодильник-то что тут делает? Это мы от мышей привозили старый холодос. Ага. Чтобы туда, ну, храним. Вещи, да? Да, еда, вот все ещё дела. осталось. Кофе тут. Нормально, Надо нормально. перетащить как-то, все некогда. Ага. Ну что, я думаю, время-то будет в любом случае. Пчелки О, под замком, да? эзолончик родной наш, блин. Да, пчел. А что, там тепло или нет? Ну, тепло. Тепло, Не холодно. ништяк. Начинали вот с этой избы. Ага. За год туз сбацали, как за год. С мая начали и, считай, где-то в ноябре заехали мы. Нормально. Быстро вы сделали, кстати, блин. Вот это все время по выходным просто вообще шпарили. Ага. То есть с работы приезжаешь, в пятницу сюда приезжаешь и всё, Двигаешься, работали, да. Нормально, нормально. хорошую избу сделали. Ну вот это высокая, прям высокая. Мне кажется, в 2 раза выше, чем Здесь наша, мощно. блин. Тут еще и шифер, да? Да. Он туда шифер-то возил. Я вообще не знаю, как тут шифер этот оказался. Да, мощно. Понятно. Изба это не наша. Да, мне уже объяснили, ага. Мужика Рассказать это нет. какого-то. Конечно, давай. Тут как всего начиналось-то? Начали мы увлекаться охотой, считай. И тут нам сказали, что есть изба в лесу, старая. Хозяин умер, и вот она, ну, заброшенная. Мы когда вот приехали сюда, ее нашли. Тут она вообще, считай, шифер был сломан, Мгм. потолок прогнил весь, ну то, что там дыра была. Ну мы тут что подсуетились, все подремонтировали, крышу там кусок перекрыли, Мгм. пол застелили, печку сюда поставили. Очень много хлама там было. Вот. Все разгребали, да? Сюда разгребали. Вот это мышей, вот этот самый противный. был. Георгий. Да. Мы в масках туда же работали. Да, все правильно, все правильно. Ну вот тут два года мы здесь, считай, в ней активно. Мгм. И потом как-то думали, давай-ка новую избу сделаем.
Сюда. Да, вон, слушай, там вообще просто пушечная избушечка стоит. Опа. Зайдем к пчелкам. Они там не вылетают или не закрыты? Ну, если не шуметь, то не должны. Ух ты, смотри-ка ты. Заходи. Сейчас, секунду. Вот здесь. Сейчас, подожди, включу свой фонарик. Ну, -5. Угу. Ну, это так-то очень много, надо потеплее, чтобы было. Печку тут тоже потапливаете, да? Нет, печку не топим. Печку если затопить, тут повылазить. Ну да, хлам. Это вот все получается, действующие, Да. везде пчелы есть, да? Да. Ну, пчелы вот. 7 ульев. Угу. А это корпуса. Ну, там мед. Угу. Не жужжат. Ой, смотри, сколько дохлых, а почему они сдохли? Видишь? Егор. Смотри. Это нормально, всегда так. Они сейчас все спят, да? Ладно, не будем. Ну-ка, ну-ка, это. Что-то не слышу. Вот, в принципе. О, какой, смотри. Ага. Подсвечник, да? Да, мощный. Потолок мешком оббит. Какой-то блестящий, да, мешок? Тут тоже раковина, умывальник. О, смотри, здесь вывод сделан. А мыло шары. Розетка есть, все есть вообще. Нормально жужжат. Живые, да? О, смотри, какая интересная это. Прикольно, прикольно. Вот такая избушечка, да, старенькая. Старая Травы, изба. кстати. Друзья, всем привет! Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Михалыч, к сожалению, дома до 10 января на карантине, ребят. Да, такие дела. Мы приехали вот к Егору. Да, в гости на избу. Евроизба. Сделаем обзор, сделаем красиво, отдохнем. Пацаны. Всем привет. Валерик, Привет. Роман. Плавешничек вон там он готовится. Плов с бацем из курицы и мяса. Из курицы и мяса давайте, да. Фишка это моя будет, курица и мясо. Всем приятного просмотра. Погнали. Ехали, в общем, друзья, мы на Евроизбу. Евроизба. Мы и не знали, что вообще в Удмуртии может быть такое. Но, тем не менее, есть. Мы созвонились и встретились. Доехали. Кое-как, но доехали. Друзья, давайте приступим к обзору, да, маленько. Вот там еще есть еще одна там изба есть. Но ее уже обзор сделали. Давайте посмотрим эту. Я думаю, многим будет интересно. Повторюсь, что я никогда этого не делал, никогда не делал обзоры изб. Во-вторых, я никогда не был на какой-то другой избе, допустим, кроме нашей. Давайте сделаем это. Да? Егор что-то расскажет вообще, возможно, какие-то трудности когда были. Ну и вообще поделится опытом. В общем, друзья, это, видите, да, домик. Во-первых, на избе и вообще везде здесь профнастил. Это домик для бензогенератора. Ну вот пацаны запарились, сделали домик для бензогенератора. Нормально. Да, мы кабель завели под землю. Ага, Как мы замучились просто этот бензогенератор постоянно вытаскивать. ага. Приедешь, вытаскиваешь, тащишь его туда, заводишь. Ну, короче, психанули и вот сделали станцию под это, чтобы он там Угу. завел, и пускай стоит она. Нормально, нормальная вещь вообще. Прикольная такая получилась, интересная. На избе профнастил. Изба полностью автономная. Ну, автономная она, да. Тут есть по факту все. Здесь можно просто заехать на месяц, блин, и жить. Огромные сени. Прям, Сени тут 3 метра. да ладно. Как у нас изба, блин. А изба внутри 3,6. 3,6. Почти как изба, блин. Ага. Ну, неплохие такие. О, слушай, вот это ержан прям здоровый. Ну да, да, да. О, кроваточки тут. Короче, все как надо сделали. Все как надо. Наверх-то нет, не поднимайтесь, да? Лесенку можно притащить. А там что у тебя, какой утеплитель? Опил. Опилки Там там? 15 где-то. Чисто опелы, да? Да, да, чисто. А мы делали глиняный замок у себя, блин, представляешь? Да вот знали бы тоже, в принципе, можно сделать. Ну, Мгм. это тоже тема.
Мгм. Главное, опил побольше. Если будешь да. делать, позвони. В избе полностью свет проведен. Печка. Полный рост, в общем. Там уже, кстати, тепло стало. Дверь. Дверь Дверь мы- нормально вообще. Делали, она сохлась и тут, короче, А, растрескалась. ага. А Подсох- чё, где Z-то? Что-то ты же не делал Z? Что ты Что? же делал Z? Z, вот она. А, а чё, почему тебя захотели? Я что так и не понял. Чё Ну, за- она Z должна так. У нас так же сделано. Так, продолжаем. Что здесь еще бросается в глаза? Это, конечно же, стеклопакет. Огромные окна. Это вот на веранде, а на самой избе еще больше. Прям в избе светло, изба очень светлая, очень теплая, очень уютная. Вот. Штучка под казанчик. Клавешник будем сегодня делать. Ох, отлично. Греет, парит, жарит. Что еще показать-то? Блин, вот что еще можно показать? А вы что получается? Эти все доски перевозили, да, сюда? Да, доски мы пилили сами, у нас пилорама есть в деревне. То есть в Сухару вот возили и, считаю, пилили доски все, вообще абсолютно все. На пол вот это все обшивали, тоже вообще вся доска это вообще собственного производства была. Ну, как и у нас. Да. Только там такие доски, конечно. Ну, доски, что, нормальные доски. Вот, тоже валежник. Еле, да? По всему лесу, да, мы собрали, вообще все вывезли. Я вот вообще очень как бы поражаюсь тому, что где вы вообще здесь такие Да, дикие у нас нашли. лиственные леса, липа в основном здесь, и ели здесь вообще мало, и вот считай, ответровало все вот это, падало, и все, мы в такую гущу забирались, это вообще, я не знаю. Главное, что нашли же. Да. Главное, что нашли. Че, внутрь пройдем? Давай. О, тут тоже, да, лента светодиодная лежит. То есть тут тоже все подсвечивается. Это, Ну, нормально. здесь это все включаешь. О, смотрите-ка. Да, Все да. отдельно на двух кнопочках. Вообще круто. Круто. Пойдем внутрь. Так, друзья, вот что здесь у нас внутри. Давайте с малого начнем. Во-первых, это раковина. Тут у вас вывод есть, да? О, тут вывод есть у них, блин. Ни хрена себе, елки-палки. Раковина, здесь курица остывает. Мешочек такой. Вот единственный минус у вас, Егор, то, что здесь воды нет. Именно вот чтобы В просто... шаговой доступности. Да. Рога. Сколько мы с Михалычем искали рога у нас в лесах, так и мы их не нашли. Что самое главное, друзья, это, я думаю, печь. Печь, выложенная кирпичами. Слушай, кирпич-то даже такой красивый, блин. Да. Она уже нагрелась в избе сейчас. Где там градусник-то? Да ладно, это что, блин, 23 градуса? 24? 23-24 градуса. Главное не переусердствовать на ночь, что тут Да, 30 градусов. я ложишься. понимаю. А что, у нас опыт был же в той избе, мы считаем, у нас буржуйка там кирпичом. Ну, с опытом все, и что-то тоже заморочились, давай, говорит, печку сделаем. Мгм. Купили поддон кирпичей и Сделали, да. сбацали, да. Это вот чисто поддона хватило? Да, ну там еще внутри это, ну, перекрытие там старый. Мгм. Привезли Валерика сюда, батю у Валерика, и он нам Сделал. за день, да, выложил. За день выложил? Да. Неплохо. Такая, слушай, печка, да, тут и посушить вещи можно Да, и так далее, ставить. блин. Готовить вообще нормально, эти есть. Вот у нас не получилось так сделать. Ну, как бы вот, автономно. Автономия, ё-моё, автономия. Свет тут везде полностью проведен. Ну, я думаю, многие, кто на нашем канале знает про Егора, смотрят тоже по-любому. Вот так вот здесь. Телевизор даже есть, блин, телевизор. Ловит нормально? Да, А, все ты же смотрел, я же смотрел, да, точно. О, у вас тоже эти перегорели, да, лампочкой? Да, мы замкнули их, и Тоже перегорела вот у поэтому, нас. наверное, где-то тускло горит. Возможно. Столик тут, да. Лежачки, лежанки. 4 спальных. У вас сколько спальных мест? 3, да? 3. Ну, можно сделать 5. 5. Да. Если полностью на весь этот, получается, постелить горбыля, можно сделать 5. Ну, 5 человек влезет. да, Да, Мосик приедет? да.
Влезем, найдем где спать. А что, кровати они как? Они Ты- как-то подъемные или как? Чё? Они это, О, да ладно! ну, выдвигаются. И это. Вот это прикол, вот это нары, блин. Писали то, что еще можно подъемные это сделать. Мгм. Короче, что-то мы вообще про это не думали, сделали. И действительно подъемное было бы там, ну, потеплее маленько. Ну, на одном уровне бы спали, да? Ну, я не знаю, тут никто еще не замерзал, по сути. Мгм. Так. Печку протопить и все нормально, отлично. Блин, слушай, это прям уровень, другой уровень. Да. Но я смотрю, как бы вот вообще. Ну, отличается. Высота тут 2 метра где-то, по-моему. 2 метра. С Нормально. лишним. В избе тепло так-то, я вот спотел уже немного, блин. Тут сюрджу там, да? Все проконопачено. Мгм. Нормально, Вот это, нормально. кстати, подсказали вот сделать. Всё А, равно я помню, да. щели с потолка там, эти мыши же на потолке как раз ползают. Еще и И- там и опила у тебя. Да, и они, говорю, вот именно могут тут залезть. И, Мгм. короче, вот подсказали нам, сделали это. Да-да, я помню, ты на видосе еще это говорил. Ага. Такая интересная, что еще, вот о чем тут? Что вот надо было, знаешь, вообще изначально, когда мы ехали сюда, надо было просто, ну, узнать у людей, что им интересно было бы посмотреть, и мы бы, допустим, это показали. Ну вот автономная изба, блин, автономная изба, капец. Я думаю, мы частенько будем сюда заезжать, если Конечно. не против. В июне приезжай. Как раз у меня отпуск будет, там медосбор, тут красота вся тоже. Да, здесь еще, я говорю, лес лиственный. Да. Мне кажется, мы тут хорошо время Вообще проведем. отлично. С полом мы тоже тут, короче, Ламинат же здесь же Да. ламинат, блин. Вот, друзья, кстати, да, ламинат на полу еще, блин. Ну, как бы в носках хожу, вот нормально. писали, что тут спучит, там замки сломают, как бы. Мгм. Ну, не знаю, ничего не сбухло, все нормально, да, в принципе. Не Да, з- это всегда, Да. всегда. И найдется тот человек, которому что-то не понравится и который делал по-другому, но по факту-то ни хера. Дверцы, да, все круто, У короче, нас ребят. дома аптечка первая. У вас есть аптечка? Конечно, Нет? У конечно. нас друг есть, медик, он нам бинты в свое время, короче. Нормально. Тут, не знаю, таблеток нет, но Мгм. под перелом будет, можно себя обезболить. Есть там тоже аптечка. У нас там аптечка, предъяви на техосмотре. Автомобильная. Пошло все с нее. Такой вид. Блин, да, классно. Здесь посветлее, как будто бы, что ли, или не знаю, или это... Может, мне просто кажется. Ночь покажет. Я думаю, все будет... Офигенно все будет. Кушать мы готовим. Голодные мы. Говорят, гости голодные приехали. Никто нас не кормит. Вот, собственно. На скорую руку сейчас яишенки. Мне кажется, у нас яичница это наша фишка. В любой непонятной ситуации делать Готовьте яичницу. яичницу, да. Не, ну на самом деле это быстро, вкусно и сытно. в Да, принципе. да, никто не спорит. Еще и с сыром сверху. Это Да. просто пушечка будет. Порадовался это, когда вот печка, это кирпичная, ее натопишь, и прямо спишь, ничего не Тепло надо, долго, да, да. не надо топить, и это второе, вот эта плита. Наконец-то можно готовить пищу Да, себе. да. В той избе у нас буржуечка, там, ну, чайник скипятить, можно пожарить что-то, но не разгуляешься. Ты сейчас просто на все мои больные места надавил. Что вот у нас в избе нету, как бы? Ни в коем случае. Нет, надо Лопатки не хватает, не деревья. Самое ответственное. Жара не хватает. Или можно, говорит, жарить в сковороде, либо, говорит, масло льем и доплите. Можно, да. Вот это. У нас вот эта сторона же не завалена. У нас получается щель Я тут и всё прям все, да. Да, Да, это вот там вот. То есть- Да, Под пока. этим бревном, Под да, этим. последний. То есть получается, что эффективность этого поддувала нет. То есть оно просто с улицы сосет и все. Ага. А оно как должно, она просто должна весь воздух высасывать холодный. Мгм. И как бы, пол должен потом теплый Ну, быть. тепло Да, пускается да, ниже А пола. получается, он с улицы сосет и нет никакой эффективности. Мгм. На яичницу доставай. Горело Подгорело. все, что ли, готово уже? Ну, она все, она как бы, она уже горит, Саня.
Да. Можно ее закрыть крышкой, чтобы тут сверху. Давай. Так. Опа. Яичница с сыром, да? Чего идет? Сразу. Сейчас покушаем, да? Перепелиные яйца. Перепелиные яйца. Я, кстати, никогда вроде не ел перепелиные яйца. Сейчас поешь. Яйца перепелиные. Как тебе на вкус? Почти как куриные. Чуть повкуснее, да? Ну, Ну, Да. отличается вкус, Они да. вареные. мы, короче, сейчас на днях. Ну как на днях, уже давненько, еще лето было. Не лето, наверное, осень, ранняя осень, короче, где-то сентябрь, наверное, был. Мы, короче, в очередной раз мы пошли до избы. Доходим, получается, поле проходим, там у нас последний лес остается, короче, пройти. И как бы ты там уже реку переходишь, и уже у избы. И вот там, получается, я смотрю, что-то, ну, слышу, что-то жужжит. Подхожу, смотрю, там прямо в земле пчелы. Ну и видно, что медведь там постарался, короче, все этот. Перевернул наружу. И достал и сожрал все это. Степа, тебя ждут в избу к Егору Копусову на хаш и борщ. Готовить плов. Плов у нас будет по-удмуртски. Наш местный лучок добавляем. Ну, обжариваем до золотистой корочки. Слегонца помешиваем. Смазываем стенки. Вот у нас лук начинает приобретать свою золотистость. Сейчас еще чуть-чуть поджарим и начнем курицу добавлять. Жарку. Курица маленько пристыла. Сейчас прямо интенсивно начнем обжаривать мясо. Прямо помешивая, пока курица не запечется. Все, курочка подошла, запеклась. Будем обжаривать сейчас морковку вместе со всем этим. Также на среднем умеренном огне все обжариваем. И маленький надо, да? О, сок пошел. Ну и добавляем в конце чесночок вместе. Ну и все. Томим наш зирвак на умеренном малом огне. Главное, его сейчас не мешаем. На медленном огне, друзья. Генератор заводим. Да, кстати, спрашивали, как заправлять генератор. Ты как вот просто вытаскиваешь и все. И заправляешь, Заправляешь и обратно засовываешь. Здесь уже мало, да. Это тут уровень бензина показывает. получается. А сюда что заливается? Красный? Чисто ганом, да? Чисто, да, да. Чисто бензин. У нас еще такого контента не было на канале. Сколько он литров? 10 литров на 8, ну чуть побольше часов работы. Нормально. Беспрерывно. А если нагрузки нету, там ну больше 8 часов он может работать. Угу. Ты же принцип такой, что сильный, да, пацан? Ну, потом спина болит. Наверное, заглохло А ты включил? Да, не, да? Опа! Свет! Да будет свет, сказал электрик.
Вот это круто. отлично, Да, да. Теперь я понимаю, что такое бензогенератор, блин. И понимаю, что он нам тоже нужен. Ты посмотри просто, посмотри, сколько все освечивается. Ёлки-палки. Вот это мощь, блин. 70 ватт всего лампочка. Ага. Да. Эта вещь очень крутая. раз сказал, освещаем. Вообще. Как пыхтит, да? Небольшие технические неполадки. Нет, ты это включаешь. Ты его подвяжи. Нажми, говорит, держи. Что у нас зирвак подошел. Ну все, зирвак подошел. Будем добавлять рис. Равномерно распределяем его по казану. Разравниваем. Самое главное в этом, чтобы жидкости было чуть-чуть побольше уровня риса. Охапка дров и плов готов. Тишина. Че я себе первому-то давай, Патыч, Держи. тебе побольше? Ну, как хочешь, что. Я так-то сегодня вообще еще не ел. Ну, вот только вот яичницу. Удмуртский плов. Спасибо. Давай. Мурчамен волочко, да? О, мамка. Это тоже не волочко. Я вот знаю только вот Мурчамен волочко, да. Ну, там, джичбур. Сейчас, подожди, чуть-чуть. Че, Егор, как? Я, Егор, проголодался. Я Егор. Я Егор, я проголодался. Мы компот весь день пили. Пили и выпили. Да, сколько там? 3 литра компота выпили, да? Вот компот, не вру, компот весь день пили. В общем, друзья, вот такая у нас обстановочка, по-домашнему все. Ребятки тут кушать захотели, а я думаю, на ночь не буду налегать. Чего здесь телевизор, Мультики смотрим. мультики. 5 мужиков смотрим мультики. И причем, как бы каналов много, и они все хорошо кажут. Короче, ребят, в избе 24-25 градусов, 24,5. Это вот на уровне головы. На полу, конечно, немного прохладно, но терпимо. Да не терпимо, нормально, хорошо. Печка нагрелась. Прям конкретно так нагрелась. Ну нет, уже даже остыла. Подостывает. Ну, хорошая печка, хорошая. Просто. Чем бревна, ты говоришь, Егор, обрабатывали? Пропитка, антисептик для саун простая, наша, российская. На следующий год просто тоже брать будет. Да. Ну вот мы их бревна ошкурили все и тут же пропиткой М. бахнули и все. Угу. Блин. 4 литра что ли ушло? 4 литра? Ну так-то немного, слушай. Ну да. И ну вообще все, стены, потолок. Всё Всё обработали. Отлично, отлично. Друзья, вот мы приехали к человеку на избу, у него евро, у ребят евро изба, печь выложена, окно, как бы пластиковое, да, вообще вот, Егор, расскажи, чем ты занимаешься вообще, почему, для чего это все у тебя? Для охоты, для себя там, Угу. пчеловодством заниматься будем. Ну, в том году вот нормального уже собрали, да? Да, в том году, да, меда маленько накачали, и как бы планы есть на будущее тоже развиваться. Угу. Ну, вот, собственно, для этого изба. Для души больше всего. Да, да. Вот, друзья, Егор ведет тоже канал активно.
Я уверен, как бы, ну, есть зрители, которые не знают его на нашем канале. Поэтому переходите, ссылка будет в описании на Егора. Очень хороший человек, очень делает хорошие видео, душевные видео. Каждую неделю выбираются на избу, отдыхают, показывают, снимают. Поэтому, друзья, ссылка будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Переходите, да, и подписывайтесь обязательно. Как правильно разжигать? Скажите, пожалуйста, в комментариях напишите. Как правильно разжигать печь? Да, то я не умею просто. Дем, смотрим телевизор Гарри Поттера. Гарри Поттера, блин, в лесу, как бы, в уши, ё-мо. С комфортом и с удобствами смотрим Гарри Поттера. Чё может быть лучше просто? Там уже прям кипит. Угу, уже давно, походу. Горячий? Нет, горячий. Он же горячий. Нет, что ли? Чё, кому, куда? Че, отчадывай или что? Друзья, нас 5 человек. И все эти 5 человек сейчас разместятся здесь вообще спокойно. Да еще место будет, что. Да, я думаю, можно придумать. Всем места хватит, там Мгм. Такой тут вид из окна, кстати, не снимал. Обалдеть. Друзья, все, мы расположились. Всем доброй ночи. Вот так вот у нас получилось это все. 5 человек, спокойно. Друзья, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра утром. Доброй ночи. Ну, по пацанам пройдись, да? Сань, вставай. Так. Время 10:30. Нам мешают спать. Куда, Саня? У нас яичница, чаек. А тут, знаете что? Кабанчик варится. Да-да, реально кабан, я не вру. Супчик готовим, короче, друзья. Из кабанятинки. Вот он, наваристый бульончик. Как свинья домашняя. Угу. Прослоечки. Ой, тут жарит, слушай. Прям сильно. Жар идет сильный. Досочки Гриши сохлись, да, все-таки? Ну так по-любому, что, так и было бы. Так и было бы. Все дружно сохлось. И изба, двери, стол, потолок, все вообще моментально разом. Ага. Ну что, сохнет, что? Сохнет, сохнет, да. Так и будет. Супчик сейчас сделаем. Жирный кабан. Это где-то вот тут его Нет, это лопнули? в игре, наверное, где-то там. В тексте. А тут вообще что, кабанов-то встречали? когда? Тут ходят прям. Да? Прикольно. А у нас там ходят, но мы почему-то их не видели ни разу. Странно. Друзья, мы сейчас супчик готовим, и в избе такой запах стоит обалденный. Хашем пахнет, хашем. Хашем пахнет. Наваристый кабанчик, куриный и свиной получается, да? Ну, кабан. Кабаныч. Кабаневич. Из мяса, короче. Без мяса, да. Добрый кусок мяса. Вот они, добрые куски мяса. Приятного, кстати. Спасибо. Да. Сейчас, друзья, мы супчик приготовим, в общем. И будем потихоньку собираться домой. Надо много чего еще сделать, успеть. В том плане, что убраться здесь, вещи все там по местам разложить. И после двинем домой. Что жара будет.
Валерий, где? Что это? Там мясо-то есть хоть, ребята? Вот же есть мясо рядом. Жарочку сделал. Сверху такая, это Жарочку жировая пленочка, да? Это навар. Это будет сытно. Это будет очень-очень сытно. Так, пацаны, надо бушкрафтить поварешку. Кружкой может. Кстати. Вот это здорово. Давай, наливай. Все, друзья, мы потихоньку начинаем собираться. Поели просто до отвалу. Уже сейчас скоро вылазить будет наружу. Но надеюсь, этого не произойдет. Потихоньку начинаем собираться, прибираться, убираться. Вещи собираем и едем домой, друзья. Едем домой. Пацаны тут сидят, чилят. Домой неохота ехать. Да, я бы еще остался. На самом деле остался бы. Ну ничего, летом приедем. Но возможно, если у вас получится раньше, то как бы я бы все равно привез сюда Михалыча. И мы бы посидели. Отдохнули. Да, спишемся, в любом случае будем на связи же, правильно? Михалыча береги. Конечно. Михалыч, не болей давай больше. И сам это. Понял. И Степу борщ нам надо. Наваристый такой же сделать. Чтоб ложка стояла. Степка приедет. Степка тоже в этом заинтересован. Все, друзья, все вещи собраны. В избушке прибрались, подмели. Мусор собрали, мусор забираем с собой, разворачиваемся. Едем домой, друзья. Я думаю, вам всем понравилась такая совместочка, такое приключение у нас небольшое было. Изба, евроизба, опять-таки, не наша, а уже другая. И на самом деле было очень круто. Мне все понравилось, очень понравилась избушка, очень понравились вот эти вот ребята, душевные парняги, красавцы. Просто сделали очень-очень крутую вещь, очень крутую избу. Евроизба. Так что, друзья, пишите Ипатычу с Михалычем, Радика задолбите в комментариях вообще с любые соцсети. Пускай летом приезжают. И Степу не забывайте с собой. Обязательно приедем. Обязательно мы еще приедем. Напоминайте в каждом видео это. Обязательно, друзья, приедем повторно. Я думаю, видео получилось сочным и очень-очень крутым. Материала отсняли много фоток. Друзья, вот еще раз повторюсь, Егор тоже ведет свой YouTube канал. Ссылка на Егора будет в описании. Подписывайтесь, смотрите. А мы, Ставьте лайки. друзья, погнали домой. Всем до новых встреч. Пока. Пока. Топаем!